Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас сегодня будет на обзоре радиостанция от компании Baofeng. Сразу хочу поблагодарить Вадима из Ноябрьска за предоставленный образец этой станции. Внешне, что она из себя представляет, это копия Motorola APX 8000. Станция Motorola работает в системе APCA 25. Эта же станция работает в аналоге и в цифровом режиме DMR. У нее есть прямой ввод частоты. Она работает в двух диапазонах на передачу 136, 174, 400, 480 и в цифре, и в аналоге. И она может принимать авиадиапазон, причем диапазон авиа от 108 до 136 МГц. Мощность заявленная у нее 10 Вт, батарея, несмотря на такие вот габариты станции, небольшая, 2600 заявляет производитель, но мы это, естественно, проверим. Давайте тогда начнем сначала с модуляции приема. Я покажу, как она принимает и передает в аналоговом и цифровом режиме. Принимаем на радиостанцию Baofeng DM32 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на радиостанцию Baofeng DM32 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Baofeng DM32 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Baofeng DM32 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну теперь давайте рассмотрим корпус тогда. Начнем с самой станции. Давайте я вам буду показывать. Так, станция. Вот такой большой дисплей у нее, 2-дюймовый, насколько я запомнил. Прямой ввод возможен с полной клавиатуры. Вот такой четырехнаправленный переключатель. Здесь две кнопки сбоку. Микрофон, обратите внимание, внизу находится. Динамик, так как дизайн скопирован, находится сзади, а не на передней панели. Но на громкость, в принципе, это не влияет. Динамик, кстати, я хочу сказать, что хорошо звучит. У меня претензий нет. Ну и по микрофону вы тоже уже могли оценить. Тоже все отлично. Регуляторы. Здесь у нас переключатель каналов или навигация по частотам. Это у нас регулятор громкости и он же включение радиостанции. По разъему гарнитурному радиостанция совместима с Kenwood, с аналоговым, ну то есть два контакта, один 3,5 джек, второй 2,5 джек, микрофон, широкий разъем и наушники 2,5. Теперь по поводу крепления, да, самого. Кстати, разбирать мы станцию не будем, сразу скажу почему. Потому что вот видите эту наклейку, но я и предполагал, Baofeng сейчас ведет активное сотрудничество с компанией Auctus, соответственно, здесь установлен чип Auctus A6, и, как видите, вот наклеечка, говорящая нам о том, что это версия именно DM32. Есть еще вот в таком корпусе UV32, это чисто аналоговая станция, и она, естественно, будет абсолютно по-другому построена, скорее всего, чип там 1846S. Но сами можете посмотреть, там если указан диапазон 200-260 рабочий еще дополнительно, то однозначно она работает на том чипе. На Auctus мы даже не стали проверять избирательность и блокирование приемника, потому что у Auctus с этим параметром все хорошо. Ну и так как станция нам пришла от подписчика, ее, естественно, тут видите, куча шестигранников здесь, ну и непонятно как корпус, да, по ремонтопригодности, поэтому не стали мы разбирать, потому что и так понятно, на чем она построена. То есть буквально сейчас на Auctus можно, используя ее одну микросхему, собрать станцию, да, ну фактически. То есть есть Auctus даже с управлением станцией, не только с приемом цифрового и аналогового сигнала, но еще и с управлением радиостанцией. Так, давайте я буду тогда батарею снимать. Смотрите, какая проблема, ну, с зарядки я имею в виду, заряжал ее. Конструктивная недоработка. Вот этот винт, который крепит или держит аккумулятор на
станции, он, к сожалению, без всякой защиты от вытаскивания полным, поэтому не потеряйте. Шаг резьбы тоже, заметьте, очень небольшой. Закручивайте его плотно. Type-C порт, выдерживает он подключение к быстрой зарядке. Я уже вам могу продемонстрировать. Давайте я вот сразу сейчас вам это покажу. Ну что, будем пробовать теперь быструю зарядку, да. Адаптер у нас, как обычно, 65-ваттный. Индикатор вот. Подключаем тогда USB. Так, заряжается. Ну, все нормально, быструю зарядку, как видите, выдерживает. Но зарядный ток будет в районе 1 ампера, то есть в районе 5 ватт будет зарядка идти. Так, давайте будем радиостанцию включать, заодно посмотрите, как быстро она загружается. Все-таки станция цифровая, но обычно проблем с Ауктусом не бывает. Антенный разъем. Естественно, ну вот уже загрузилась. Антенный разъем у нас SMA вилка, как обычно. Поставил я антенну здесь Hytera для того, чтобы попытаться принять GPS-координаты. Но, к сожалению, я выносил станцию даже на улицу специально. И даже с этой антенной, с Hytera, у которой есть GPS-приемник, я вам тоже картинку покажу, мы проверяли на частоте 1575 МГц. У нее действительно эта антенна имеет нормальные характеристики на этих частотах. Ну, то есть тут GPS-антенна встроена. Так вот, даже с ней, не говоря уже о родной антенне, вот об этой, станция эта GPS-координаты не принимает. Причем здесь было установлено и GPS, и Beidou, то есть ни та, ни другая система не заработала. Так, продолжаем. Давайте я буду меню показывать. Клавиатура полная. Здесь вот такой 4-контактный навигатор. Это окей, это возврат. Так, смотрим, что у нас есть в меню. Смотрите, есть общие настройки радиостанции, есть настройки канала. В зависимости от того, какой выбран канал, цифровой или аналоговый, соответственно, настроек будет разное количество. Так, давайте я сразу Device Info покажу тогда. Версии DM32.01.01.037. GPS, опять же, смотрите, версия не показывается. Есть DTMF-коды, есть MDC-1200 сигналинг, 5-тоновый и 2-тоновый сигналинг, это аналоговые. Так, дальше давайте я покажу вам, что у нас изменяется в настройках канала. 3 уровня мощности, есть CTCSS. Канал, кстати, выбирается. В программном обеспечении, кстати, есть проблемы. Там неправильно указан. Это миксовые каналы. То есть есть чисто аналоговый цифровой, либо миксовый. Так, выход из меню надо изменить. Дальше. Ну, полоса понятна. Так, PTT-ID можно передавать. Сдвиг. Так. Видите, как этот навигатор работает не очень. Иногда почему-то у него сдвигаются. Так, ну, он вообще иногда из меню выбрасывает. Ну, то есть двойное нажатие происходит. Так, ну тут, в принципе, особо ничего нет. Давайте я вам Radio Setting покажу. Кнопки, да, кстати, вот кнопки, давайте я вам, во-первых, как видите, на длительное нажатие и на короткое нажатие P1 и P2 можно назначить, ну, то есть это вот эти вот кнопочки P1, P2. Давайте я список вам покажу, что здесь есть. Начнем вот, где тут есть индикатор-то. Да, вот самая верхняя. Либо ничего, выбор мощности, battery индикатор, это голосом будет озвучиваться. Индикатор, talk around, работа без репитера, если вдруг есть сдвиг, да, включение шифрования, вызов, Vox, переключение навигации по каналу, либо по, в смысле, по частотам, по памяти.
Сигнал тревоги, это горячие клавиши, можно назначить в программе, передача сообщения, контакты, в зону, вверх-вниз, сканирование, включение, рекорд свич. Вот обратите внимание, здесь он задается, но не работает. Я уже пробовал, не работает, к сожалению, запись. Соответственно, предыдущая запись, следующая запись тоже не работает. И в программе нет интерфейса для чтения записи FM радио. И, соответственно, здесь тоже карта памяти не ставится. Только можно было бы внутри использовать проигрывание записи. Но, увы, эта функция не работает. Монитор, он работает и в аналоговом отключает шумоподавитель, и в цифровом принимает несколько тайм-кодов. Так, проверяем цифровой мониторинг. Смотрите, у этой станции включен тайм-слот номер 2, color-код номер 4, и я специально создал группу вызывную с идентификатором 555. Мониторинг не включен. Передаю. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три. Не принимает станция, да? На нижнюю кнопку мы назначили включение мониторинга. Вот видите, символ какой горит на дисплее. Вызываю вновь с этими параметрами. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть в режиме цифрового мониторинга принимаются все тайм-слоты, все колор-коды и все вызывные группы. A-B switch — это переключение между диапазонами. Одинокий работник, блокировка клавиатуры, удаление помехи, это передача тона. Давайте, некоторым это важно, какие тона здесь. Ну да, тут тон отдельно выбирается, ладно. А PRS можно передавать тоже по нажатию на кнопку. Переключение типа канала, режим ожидания, CTCSS, DCS скан. Так, выбор CTCSS, DCS, mute, отключение звука, видимо, роуминг. Вот вторая кнопка PTT. Скрэмблер речи, кстати, тоже проблема, он не работает. Frequency Search, это захват частоты. Включение фонаря тоже нет у станции фонаря. Какое включение фонаря? Ну вот, то есть станция очень сырая, вот этих функций, которых и нет, да. Man down — это упавший человек. Так, давайте еще, что здесь у нас. Display Function. Я быстро вам покажу тогда. Видите, можно назначать разные цвета каналам, зонам и так далее. Вот этот навигатор, конечно, мне не нравится, как работает, честно скажу. Так, Dual Language, естественно, только английский и китайский. Дисплей DIR, кстати, можно переворачивать. К чему это тоже сделано, непонятно. Вы же не можете станцию закрепить кверх ногами. Тут она это не позволяет сделать. Зачем-то есть инверсия дисплея. Так, где мы тут были-то? Вот здесь, да. Display Function. Так, смотрим, что здесь еще есть. Выбор времени, меню, выход из меню. Так, LED индикатор, да. Это вот этот отключается, верхний индикатор работы. Так, ну и Other Function. Автоматическое выключение питания, ограничение передачи, Vox. Кстати, регулируется чувствительность микрофона, как видите, и в цифровом отдельно, и в аналоговом режиме. Frequency Step, давайте я вам покажу. 6.25, естественно, есть. Максимум 100 кГц. Power Save по умолчанию 1 к 4, да. Стоит FM Radio. FM Radio, кстати, работает, да. Видите, вот меня выбросило. Я же не хотел выходить. Она меня выкинула, к сожалению. Так, FM Radio, да, есть прием, опять же, погодных каналов, но это нам не будет у нас это работать. Это борьба с хлопком шумодава, но я, кстати, и не заметил. Так, аналоговый, да, регулировка
аналогового шумоподавления, порога аналогового шумоподавителя. Но вот такая менюшка, в принципе, удобна. Если бы не вот этот навигатор, лучше бы они отдельно кнопки эти сделали, потому что иногда срабатывает двойное нажатие. Соответственно, работает плохо. Так, давайте тогда сейчас я вам покажу. Данная станция поддерживает шифрование, в том числе AES-256, так как чип Auctus это поддерживается. Давайте я вам продемонстрирую, каким образом оно работает на приеме, на передаче, то есть проверим его работоспособность. Так, давайте проверять шифрование. Здесь у нас оно включено. Здесь, смотрите, каналы не сохраняются, но можно вручную в настройках канала выбрать работу с ключом. Ключ изначально надо запрограммировать через программу. Ну, по крайней мере, мы так сделали, потому что в программе ключ не сохраняется. Проверяем. Начало на передачу. Ключ AES-256. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Работает. Теперь на прием. Передаем. Раз, два, три, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. AES-256. Работает. Еще покажу, что идет именно шифрованный трафик. Здесь открытый канал. Здесь у нас стоит шифрование. Вот видите, значок установленного ключа. Слушаем. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три. Ну, как видите, все отлично работает. Здесь проблем нет. Сейчас уже современные китайские чипы работают нормально с этим. Но, опять же, смотрите, я вот когда программное обеспечение буду показывать, проблема в том, что программное обеспечение очень сырое, и если мы задаем ключ, то оно на канале, этот ключ, не устанавливается, то есть он не сохраняет настройки. Мы вышли из этого каким образом? То есть мы поставили ключ, запрограммировали этот список, сделали, потом поставили цифровой канал, и выбрали уже здесь через меню радиостанции этот ключик. Только таким образом это можно сделать, пока, во всяком случае, ну, из-за того, что сырое программное обеспечение и сырая станция. Но вот мы таким образом решили. В следующих версиях у нас программное обеспечение 1.28 было, в следующих версиях, наверное, поправят. Давайте я продемонстрирую тогда еще захват частоты, как у этой станции работает. Смотрим. Так, давайте будем тогда смотреть, как работает функция захвата частоты. Вот сейчас поиск происходит. Я стою на цифровом канале без шифрования. Но проверим на всякий случай, да, будет ли работать захват частоты. Вдруг да случится чудо, и на этом чипе реализовали функцию захвата частоты. Как видите, излучаю, 0 реакции. Переключаюсь на аналоговый канал. Давайте вот 145 я включил аналог. Смотрим. Ага. Что за ерунда? 435, хотя 145 я излучаю. Что-то печально. Печально все. 3 раза больше он определяет. Так, а что там у нас записано? Ну да, потому что, видите, надо... Да, вот это вот красное пятнышко, это UHF написано. Я уже со зрением, как видите, не очень. Так, сейчас посмотрим, как он переключается. Переключается он вверх-вниз. Смотрим на VHF, переключился. Так, 145 опять аналог. Да, теперь правильно. В общем, не забывайте переключаться, иначе будут проблемы. Он неправильно будет определять. Так, по захвату частоты давайте я еще покажу, как под несущую он захватывает аппаратик. Сейчас вот буду с Motorola передавать, здесь поднесущая как раз есть. Смотрим,
как он будет работать. Жму на передачу. 433, 71, 25. Все правильно. 69,3. Да, верно. Так, сохранить он мне сразу не позволяет. Но сюда он устанавливает, то есть в активный канал он устанавливает эти определенные частоты. И заметьте, CTCSS тоже он мне поставил сразу. Соответственно, вы можете эти настройки сохранить. Но мне вот не нравится, что он сразу это все устанавливает в канал. То есть, если теперь вам не нужно это, да, вам придется убирать тогда CTCSS коды, потому что они автоматически установились. Ну, хотя вы могли же нажать... Так, это смена режима. Вы могли нажать отмену. И тогда, то есть back, если вы нажмете, то тогда это все не установится в канал. Да, работает. Так, все по поводу настройки захвата частоты, в общем-то, нормально, никаких претензий нет. Дальше давайте я буду рассказывать про программу. Программное обеспечение можно скачать с официального сайта Baofeng, baofengradio.com. Там версия 1.28, насколько я помню. Теперь программируется, естественно, станция через разъем Kenwood, а не через USB-порт, потому что USB-порт только для зарядки аккумулятора, но он на самом аккумуляторе стоит. Чипсет шнурка самый простейший, то есть от всяких старых Baofeng'ов он тоже подойдет. Чипсет CA440, ну, то есть самый дешевый. И это, в принципе, хорошо. Как я уже говорил, программа очень сырая. Перевод там тоже, ну, я вам покажу, какие ошибки там содержатся, тоже стрелочками увидите. Дальше, смотрите, там есть список, например, частые контакты, да, он называется, но на самом деле это не частые контакты, это именно вызывные группы. То есть вы можете создать групповой или частный вызов, вот список именно там, почему-то в частых контактах. Дальше у этой станции, опять же, непонятно ли для чего, задается несколько собственных идентификаторов. Тоже там есть отдельная строчка в меню. Допустим, у нас вот задан 222, но там как минимум 5 штук было разных. Можно на разных каналах, например, поставить разные идентификаторы, чтобы станция это передавала. Ну, непонятно тоже для чего. То есть запись переговоров, опять же, не работает. Скрэмблер речи аналоговый тоже не работает. Нет в этой станции. Ну а так, программа простая. В общем-то, можно с ней разобраться без проблем. Никаких у нас сложностей с ней не возникло. Дальше. Давайте я вам продемонстрирую, как она принимает авиадиапазон. Тоже все хорошо с авиа, то есть и по чувствительности она нормальная в авиа, и принимает неплохо, и качество звука неплохое. Единственное, вот эта антенна штатная, она никаким образом к авиадиапазону не имеет отношения. Но это я потом в технических характеристиках расскажу. Смотрим авиадиапазон. Условия хорошие. Температура 17. Точка росы 4. Сила 7, 6, 0 миллиметров. 1,013 гектопаскаль. Вейволт 1,01. Так, теперь давайте проверим технические характеристики. Это 208 уже у нас протокол. Выходная мощность на 145 в аналоге 8,77 ватта, на 434 в аналоге 6,5 всего лишь. То есть в 400 она работает похуже. Отклонение рабочей частоты 10 и 50 Гц, соответственно. Подавление побочного излучения на второй гармонике минус 58, минус 59,8 децибела, да, на третьей 62, на четвертой 63, на пятой 66, то есть с этим проблем нет. На 434 минус 54 децибела, тоже нормально. Теперь мы измерили в цифре у нее мощность, давайте я вам тоже продемонстрирую. 9,78 ватта, отклонение 32 герца. Тоже нормально. По чувствительности, смотрите, нас станция удивила. В
434 она принимает минус 120 dBm, это 0,22 микровольта. Нормально, да? Но хуже, чем в аналоге в 145, минус 131 dBm, то есть это аж 6 сотых микровольта. Почему-то вот 434 мегагерца верхний диапазон у нее работает похуже, чем нижний. Что приятно, да, у нее авиа в 120 мегагерц я измерял, минус 120 dBm тоже чувствительность, то есть это 0,22 микровольта. Давайте я вам продемонстрирую, как это было. То есть вообще интересно, что она принимает достойно авиадиапазон. Теперь в цифре мы тоже проверили, у нее на 145 МГц минус 125 dBm получили чувствительность, тоже отлично. Так, смотрим чувствительность в цифровом режиме на 145. Я сейчас общий вызов буду подавать. Так, включаю модуляцию. 125 пока dBm. Ну вот она уже, в общем-то, на 125 принимает этот вызов. Как видите. Поэтому с чувствительностью все нормально. По питанию, смотрите, вот это у нее слабое место по питанию, хоть и заявлен аккумулятор 2600, и так немного, да, при вот таких здоровенных габаритах. Например, кстати, я взял специально TYT 99, смотрите, насколько эта станция больше, да. А смысл какой в этом? То есть у этой батареи в районе 3000 мАч, здесь же заявлено 2600, а в реальности вообще 2495. Мы разряжали ее до отсечки по защитному напряжению, ну то есть по защите от переразряда. По перезаряду, кстати, у нее защитного напряжения нет, то есть будет контролировать либо USB-порт, либо стакан зарядки. Стакан зарядки, кстати, тоже без всяких опознавательных знаков. Станция вот не показал, да, вот в такой картонной коробке поставляется. Картонная коробочка, вот это неплохо сделано, неплохое качество у нее, и именно к этой станции вроде бы она, что тоже плюс. Так, теперь дальше. Потребление, да, у нее с включенной подсветкой 85 мА, это сейф включен и Dual Watch включен. Так, смотрите, что-то многовато она потребляет в выключенном состоянии. Как видите, 207 микроампер она потребляет, поэтому лучше аккумулятор тогда снимайте. Правда, тут, чтобы снять его, придется винт выкручивать каждый раз, но если на длительное время оставляете, лучше снимайте аккумулятор. Так, включаю питание, смотрим, сколько она будет потреблять. Так, ну в районе, как видите, 110 миллиампер. Как видите, работает у нее режим сохранения энергии примерно 1 к 1, как видите, хотя там 1 к 4 стоит, да, у нас. Так, сейчас я сброшу тогда еще, чтобы понять среднее значение нам. Ну, как видите, в районе 85 миллиампер, но это у нас подсветка постоянно включена. Я сейчас еще выключу подсветку, посмотрим, сколько она будет потреблять. Так, ну вот с выключенным дисплеем станция потребляет в районе 76 миллиампер. Ну а вот сохранение энергии
В районе все-таки 1 к 1. Если подсветку мы отключаем, то 76 миллиампер она потребляет, ну и в цифре, и в аналоге. Соответственно, ток приема на максимальной громкости 335 миллиампер, передача 2887 миллиампер мы получили на высокой мощности. Включаю станцию на передачу, на блоке смотрим. 2887. И в итоге с таким аккумулятором в 2495 мы получаем время работы в цикле 5590 всего лишь 10,8 часа. Причем режим Safe включен, дисплей off, ну в смысле дисплей был выключен. Это, конечно, маловато, это ниже среднего значения. Ну опять же из-за того, что у станции цветной дисплей, она работает, конечно, мало. Теперь по антенне. Антенна тоже плохо настроена. На 140 МГц в нижнем диапазоне у нее 1,89 КСВ. По тройке КСВ 135-144,6 МГц. Сопротивление 32 Ома. То есть внизу антенна настроена плохо. Вверху, в верхнем диапазоне 380,8 у нее минимальная КСВ 1,21. Почему так низко? Опять же непонятно, да? В основном-то работают все 430-440 МГц, но здесь антенна настроена пошире от 327 до 460, она по тройке рабочая. И сопротивление на вот этой частоте на 380 почти 50 Ом, 48,5. Но, в общем, по техническим характеристикам претензий особо нет, все нормально, и по чувствительности, и по мощности. Но в 400 она работает похуже, в 145 она работает получше. С техническими характеристиками закончили. Давайте теперь тогда будем говорить о преимуществах и недостатках. Как всегда, начнем с недостатков. Первый недостаток – дизайн. Мне, если бы сам Baofeng это придумал, мне бы было даже приятно с этой станцией работать, потому что она хорошо лежит в руке, сделана оригинально, да, не похожа на остальные станции, ну, кроме, естественно, Motorola. Поэтому за то, что скопировали дизайн подчистую с Motorola, конечно же, я за это балл сниму и поставлю это недостатком, к сожалению. Дальше. Неоправданные габариты. Да, вот при таких габаритах могли бы сюда поставить и два хотя бы элемента 18650 и получить тогда емкость батареи ну, в 4000 мА при напряжении 7,4 вольта номинальном. Да, здесь они это не сделали. Всего лишь 2500 мАч емкость. Это маловато. Ну, то есть непонятно для чего такие габариты. Да. Понятное дело, что они хотели скопировать Motorola, но все-таки использовать ее будет не совсем удобно с такими большими размерами. Дальше. Запись переговоров заявлена, ну или по крайней мере в программе она присутствует и на кнопках она назначается, но не работает никаким образом. Скрэмблер аналоговый тоже выбирается в меню, не работает. Фонарь. Вообще его здесь нет физически, зачем его оставили в меню тоже. Ну, то есть станцию надо, конечно, доводить до ума, она сырая еще. Теперь по поводу преимуществ. Ну еще, кстати, в недостатке тоже достаточно высокое потребление надо записать. Ну или малое время работы, как следствие из этого, да. Дальше, по преимуществам. Преимуществ тоже достаточно много. Две кнопки PTT можно назначить. Это, в принципе, некоторым важно. Да? USB-порт для зарядки, который может работать и с быстрыми зарядками. Ну, правда, ток ограничен 1 ампером, но все равно хотя бы выдержит. Да? Не надо там озаботиться тем, что именно используют какие-то специальные адаптеры. Любой адаптер должен подойти. Дальше, работает шифрование AES-256, это тоже хорошо. Ну и нам понравился прием авиа. Да, кстати, еще плюсом нам понравился, как звучит динамик. Странно это для Baofeng, но это будет плюсом.
Ну и в итоге, да, сколько ей поставить? За дизайн или за копирование корпуса сразу балл снижаем, это уже 4. Ну и недостатков достаточно много. Ну хотя они все, в принципе, просто нужно убрать эти функции, да, которые здесь заявлены. Неоправданные габариты остаются. Ну, в общем, если станции будут заниматься, да, а она представлена на официальном сайте Baofeng, то есть это не какая-то непонятная станция, именно разработана самим Fujian Baofeng. Поэтому, ну, давайте я, наверное, с авансом ей 4 балла поставлю. В принципе, более-менее станция нормальная. То есть надо просто ее доработать. Ну и кстати, да, еще я же не записал в недостатки еще одну неработающую функцию GPS. Ну, то есть 4-3 балла. Смотрите, у вас на основании этих данных сложится свое мнение, можете поставить. Мы там 4 с минусом ей давайте поставим. Ну, вот такой обзор, да. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С ней пока закончим. Тогда это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Viva Telecom.